Иногда от работы нужен только результат. И сегодня я покажу тебе максимально эффективный способ забраться по служебной лестнице полицейского. Он даже не будет включать в себя бутылку. Там другая важная деталь. Сейчас Марио капитан полиции. Думаю, самое время взять свое первое дело. Да, мы стартуем с 8 ступени из 10, благодаря тому, что отучились в университете на престижной программе с отличием. Конкретно для полицейского понадобится диплом по психологии. Найс. Дело мы получили. Теперь игра предлагает делать какую-то ерунду, но нам нужно раскрывать преступления. Без них мы просто не повысимся. Поэтому начинаем составлять схему преступления и... Ох, блин, мне так нравится, как выглядит полицейский участок. Не знаю, какая карьера любимая у вас. У меня, наверное, после актера действительно детектив. Вот прям, если не играли, я капец как советую вам это затестить. Подсказки должны помочь. То есть, видишь, теперь нам нужно отправиться на место преступления. Разумеется, это делаем. И здесь критически важная деталь начинает играть свою роль. Вау, что за мадам? Здрасте. Так, она не критически важная деталь, но Марио недавно развелся, поэтому... Так, думаем об уликах. Нужно набрать как можно больше, поэтому пылесосим буквально все. Неважно, сломанная техника или заявление свидетелей. Чел, это тебя убили. Представь, как было бы просто, если полиция могла бы просто спросить призрака, кто его убил. Симулятор жизни, я напомню. Тем не менее, будет очень полезно. Подожди, а откуда у нас романтические отношения с этой мадам? Я очень плохо помню молодость нашего Марио, так что некоторые вещи меня будут удивлять сегодня. Зачем нам столько улик? Дело в том, что улики не привязаны к делу. Да, серьезно. Тебе понадобится 4 улики на дело, но все остальные неиспользованные можно применять к другим делам. То есть буквально одной этой микроволновки хватит, чтобы закрыть что-то в будущем. Когда мы весь дом обфотографируем. Ох, нам этого хватит почти на всю карьеру. Так что не спеши уходить из дома, реально обпылесось здесь все. Конечно, пропылесосить хотелось бы не только дом, но... Так, мы на работе, нам нужно оставаться профессионалами. Соня, подожди вечера. А, это ревнивый холерик. Не-не-не-не, мы просто по делу пообщались. Кстати, улики можно собирать по второму кругу. Этот телевизор мы уже брали. Ровно как и этот силуэт, обведенный мелом. Посмотри на это количество улик. Нам реально хватит на всю карьеру. Окей, я думаю, мы можем отправляться домой. У нас реально невероятное количество разных доказательств. Теперь алгоритм очень прост. Анализируем 4 улики, каждая из которых будет раскрывать какую-то деталь в виновном. Кстати, у нас 2 проанализированные улики. Как я говорил, имеет смысл добавлять только 4, потому что 5 и 6 всегда противоречат и путают. И вот... Анализировать можно только отпечатки и снимки, а заявление свидетелей можно прикреплять. Итак, это получается, ты просто слушаешь человека, он говорит тебе, что у подозреваемого были, например, длинные волосы. Но ты это заявление не используешь. Дело закрываешь, переходишь к следующему и такой, что там говорил свидетель? Другого дела, конечно, но длинные волосы, значит длинные волосы. И это сработает. Ах, правосудие в Sims просто потрясающе. Игра, в которой нет преступников, я напомню. Мы ловим преступников. Творческая личность. В чем это выражается? Он там что-то особенное вырезал ножичком. И это 4-я улика. Можем выпускать ориентировку и отправляться арестовывать человека. Да, остался всего час, но нам поможет вот какой лайфхак. Сразу нажимаем на паузу. Да. Дело в том, что игра потом генерирует всяких левых людей. Первым делом она генерирует тех, кто виноват. А это значит, что те, кто здесь сейчас присутствует, есть виновный. Что у нас? Улики можно здесь посмотреть. Шорты, топ, творческая личность, каштановые волосы. Крайне советую брать проницательность детективу. Очень многое в наводках сказано о характере, и когда ты прочитываешь человека, его характер, это очень сильно помогает. Давай посмотрим. Если это творческий человек, тебе конец. Изи. К сожалению, допросить мы его сейчас уже не успеем. Допрос длится несколько часов, поэтому придется оставить на завтра. Да, даже нет смысла... Что? Никогда такого не было. И вот опять баги в Sims. Ладно, это не важно. Этот чел подождет нас здесь до завтра. И, знаете, решетки помогут ему нас дождаться. Арестовывать, точнее, закрывать можно по одному делу в день.
Так что все превратится в бесконечный цикл. На следующее утро мы этого чела раскалываем, дело закрыто, мы берем новое. До вечера по этому делу арестовываем, на следующее утро снова допрашиваем, закрывается дело, новое и так далее. Надеюсь, теперь тебе понятно, как все работает и какие основные приколюхи можно использовать для того, чтобы облегчить себе эту довольно интересную карьеру. Я здесь, чтобы сказать тебе, что есть стримы по третьей части. Стримы с Уикидом и Бейсменталом, без цензуры, постройки, зацены твоих персонажей, прохождение всех сверхов в игре, ачивок и еще такая тонна записей дополнительных видосов, что вот так листать я могу бесконечно. Там их сотни, там годы. Ссылка на спонсорку и Бусти есть в описании. Там спонсорский контент, рекламный Рома аут. Слушай, неплохо полицейские получают, а это мы еще без взяток живем. Хотя взятки нам нафиг не нужны. Нам нужны плакаты и снежные шары. И у меня с этим связана одна гигантская боль. Наверное, сейчас не буду раскрывать. Давай дождемся блаженного рынка, который будет в воскресенье. И нет, пока шаров не появилось. Может, в других районах. Нет, тут тоже коробки с шарами еще не сгенерировались. Ровно как и плакаты тоже не приклеились. Очень тупо, что таймер 4-часовой идет... Ух ты, что за мадам. Только когда ты находишься на районе. То есть пока мы где-то в другом месте, на работе, плакаты и снежные шары не появляются. Очень странная логика за этим решением, потому что мы сходили на работу, прошли одни сутки, другие сутки. На этом районе мы не появлялись хрен знает сколько. Но мы не провели здесь 4 часа, из-за чего, вот видишь, плакат не сгенерировался, шары тоже не сгенерировались. Очень странное решение. Ну да ладно. Давай займемся гитарой, и это будет уже второй освоенный инструмент. В целом, помимо карьеры детектива, все это поколение пройдено. То есть Марио, наверное, может заводить ребенка. Насчет того, что с кем будет этот ребенок, у меня есть вот это предположение. Довольно логично, ведь это Маша Зеленая, наша школьная любовь. И что странно, этот Бенджамин Баттон до сих пор подросток. Мы вот-вот становимся взрослым мужиком. То есть не просто молодым, а уже шефом полиции. А там все еще Маша Зеленая, подросток, 9 класс. Что происходит? Напишите, если у вас есть варианты получше в парочку к Марио. Но у меня тут в списке романтических отношений даже Скелехильда затесалась. Так что я выслушаю любые предположения для того, кто должен стать матерью следующим поколением. Ровно как и про имена. Я думаю, что назвать было бы здорово человека Оливер, так как зеленый цвет, оливки, Оливер, вы понимаете. Но тогда нужно, чтобы это был мальчик. Поэтому я жду имена для девочек и для мальчиков, если у вас есть варианты получше, чем Оливер. Вот и игра напоминает о приближающейся старости. Гитара держит нас вечно молодым. И, кстати, я видел, многим нравилось, что барная стойка упирается в камин. Но нет, она не упирается в камин. Тут есть стена. Не переживайте, это вот так у нас квартира выглядит. Мне кажется, если бы камин был в конце барной стойки, это было бы туповато. Новый плакат! Ну, то есть я очень надеюсь, что он будет новый. Даже если он не новый, то огромное спасибо за подсказку, что, во-первых, на блошином рынке действительно можно выменить шары, и не только шары. Там еще металлы, кристаллы и прочее такое. Это мы увидим. В воскресенье блошиный рынок. Ты можешь двигаться чуть быстрее. Нам еще спать надо, завтра на работу. Спасибо. Плакат взял. Ни один из них не новый. Остался последний, который нужно найти. И чтобы не путаться, я удалял дубликаты. То есть плакат, который попался мне еще раз, или снежный шар, который попался мне еще раз, просто отправлялся в мусорку, в то время как их можно обменивать с другими людьми и, возможно, получать что-то новое. Я выкинул десятки экземпляров, которые можно было наменять на что-то новое и давным-давно закрыть коллекцию. Не переживайте, пуля попала в голову, где у меня нет ничего важного. Нам нужно начать допрос. Степан, сейчас ты у меня заговоришь. И на допросе я рекомендую... Эй, телефон убрал? Здесь нельзя фотографироваться. Подростки. Мы показываем то, что у нас действительно есть. Папка с делом, все улики. Мы знаем, что он виноват. И нам всего лишь нужно показать ему, что если он будет сотрудничать... Мы знаем, он уже попался. Ой, я нажал несуществующую улику. Вот как раз этого не нужно делать. Не нужно врать, не нужно ничего делать. Лучший способ — это показывать, что у тебя есть. Так шкала заполнится буквально за несколько действий. И да, это очень-очень прикольный момент в карьере детектива. Все, изи, добиваемся признания. Он просто совсем соглашается, виновен. Мы приступаем к следующему делу. Все.
Таких нужно 5. Тут та же история. Начинаем составлять схему, но только в этот раз даже не нужно выезжать за уликами. Они у нас уже есть. С прошлого дела, как я говорил, сработают шикарно. Видишь, как здорово срабатывает? Благодаря уликам с прошлого дела мы знаем, что едем за подростком с задирой в блузке с рыжими волосами. Конечно, возникают подозрения в том, что а того ли человека мы берем, но нам ведь нужно повышаться, правильно? Так что какая разница? Подросток с рыжими волосами, еще и задира против детей на детской площадке. А, это для животных. В принципе, без разницы. Ты ужасный человек. Тебя надо арестовать. Ну и что это старые улики? Где-то же она виновата. А уж доказать мы сможем. Логика на 10. Допросить ее сейчас и закрыть дело, к сожалению, нельзя. Как я говорил, по одному делу за раз. Карьера детектива не любит спидранеров. Поэтому до конца дня выбираем женщину, которую будем трогать. Камеру ее не отводим. Будет стоять в углу, подумает над своим поведением. Давай задачи повыполняем. Мадам, я помню, вы были детективом. Вас понизили до полицейского. Кто-то был плохой девочкой. То есть теория раскрытия преступлений. Забавно, как преступник, которого мы не отвели в камеру, просто ходит по участку и очень критически оценивает мебель в нем. Типа, ох, у меня голова болит от этих полок. Вы не могли как-то поработать над дизайном? Здесь просто невозможно находиться. И шеф всего участка просто смеется над этим. Типа, такой забавный преступник. Может быть, она резала детей. Вы знаете, что тут происходит вообще? Страшное место. Мы станем начальником и наведем здесь порядок. Наконец-то кто-то посадил ее в камеру. Найс. Видишь, люди начинают работать. Садят друзей за решетку зачем-то. Или это был преступник? И это уже не первый раз. Понимаешь, у нас в участке есть оборотни. И я не про оборотней сверхъестественных. Хотя здесь вампир работает. Я видел, как она перемещалась. И ведьма как-то падала с потолка. Тоже в полицейской форме, но это мы опустим. Я имею в виду оборотней в погонах. Но появление Марио заставило всех взбудоражиться. Возможно, новый шеф. Очень много всего сейчас зачищается. Вау, круто, круто. Куда делись шары? Они были здесь, ждали меня. Я помню, что не успел взять их. И на работу пришлось отправиться. И такой, ладно, ничего, возьму. Они же меня подождут. Ага. О, это что? Подождите-ка, подождите. Я хочу купить у тебя как можно больше всего. Смотри, сколько шаров у нее. Какая необычная женщина. Я хочу все это купить, но не могу. Кому это принадлежит? Я могу только прибраться на столе, но не хочу этого делать. Я так понимаю, это продавец. Но, эй, да, тебе нравятся трудолюбивые персонажи, но еще больше тебе нравится, что она продает то, что тебе нужно. Как это купить? Я не могу найти нигде. Черт возьми. Если я сейчас не найду, пожалуйста, напишите, где именно я это пропустил. Потому что, кажется, здесь нет. Я не нашел, но они здесь. Под носом. Почему я даже в занятиях могу тренировать удары на этой бедной женщине? Но вот дать ей все деньги за шары, которые у нее есть, вообще не понимаю как. Я гуглил, я тыкал. У меня есть идея, я знаю, где вы сразу можете прийти на помощь. Здорово, ребят, я новый выпуск сейчас снимаю. И вот тут есть стол с шарами. Очень мне нужен. Это женщина с шарами. Как бы странно это не звучало. Вы сразу начали советовать трогать шар... нет, в смысле на столе прям нажать на шар. Но это не работает. Ни один из шаров никаких действий не дает. Тут советовали подождать, когда она начнет обслуживать стол, но она просто ушла. Эти шары остались здесь. Я могу их взять? Тут все исчезают. Видимо, это какие-то особенные шары. Что происходит? Марио, ты где? Он домой пришел. Что-то происходит. А, теперь продавец это женщина. А ты кто? А ты продавец ларька? Зачем меня так путать? Что происходит? Зато теперь можно нажимать на шары, и я куплю все, что есть. Да, ссылка на телегу есть в описании, либо по QR-коду можешь перейти. Там у нас с вами самая быстрая связь. И, коллекция снежных шаров завершена. Есть! Все, Марио будет новым шефом полиции. У нас есть все улики, есть все детали пазла этой мозаики про маньяка. Найс, как же здорово. И в плакатах остался один. Черт, почему именно эти коллекции? Знаешь, мне кажется, что Марио в целом прям человек с восточного побережья. Такой вот Нью-Йорк, мегаполис, он в целом хаотичный, но богатый и все-таки статусный. У него семья с именем. Поэтому мне кажется правильным, что мы не уехали с нашей Авророй туда, в Дель-Соль-Вэлли, на запад, Голливуд, комики и так далее. И я думаю, что он почти как олицетворение Нью-Йорка, знаешь, как персонажа «Секса в большом городе».
Поэтому мы собираем эти безумно городские коллекции про плакаты, про снежки, так как, опять же, Марио в моих глазах точно прямо олицетворение восточного побережья США просто. Последний рабочий день перед выходными, и здесь мы в своей тарелке просто начинаем допрашивать одного подозреваемого. Мы, понимаешь, эта ведьма упала с неба. Я же говорил, что здесь происходят странные вещи. Хватит переписываться. Ты получаешь инструкцию от Снежка. Я все знаю. Покажем заявление свидетеля. Покажем улики. Отпечатки пальцев. Ее признание не было проблемой. И неужели в этот раз бага не было? Ну, то есть, да, он довольно далеко держится от двери, но обычно он открывает, например, эту, а заходит персонаж сюда, и дверь открывается здесь же. Так что мы растем, Марио, мы растем. Еще одно дело закрыто. Можно получать новое. Подельники Снежка садятся туда, куда им место. И я не про бутылку. Мы говорим о настоящем правосудии. И у меня к вам вопрос. Делает ли Марио усы? Ну, он будет шефом полиции, а мне кажется, что шеф полиции имеет право только на одну растительность на лице. Усы. Пышные усы. А пока вы думаете, я найду еще одного подельника. Ух ты, какая крутая женщина-детектив у нас есть. Глянь, с рукавом. Флексит перед нами своими отжиманиями. Видишь? А это ведь новый человек. Это новые люди приходят в участок, потому что знают, что Марио берет здесь все под свой контроль и будет нормально. Ах, как хорошо все раскрывается. И следующий человек очень скрытая цель. Все, что нам известно, это молодая женщина в юбке со светлыми волосами. Все. Это крайне расплывчатое описание, так что я на паузе лишь надеюсь, что только она здесь появилась. И да, вот, эта схема работает. Я знаю, что это ты. И если что, шутки вот про невиновных и вот это все, в Sims нельзя посадить невиновного. Если вы схватите не того, на допросе у вас ничего не получится доказать, сколько бы аккумуляторов вы не использовали. Так что Марио действительно наводит порядок. Все, то шутки, мы знакомимся. Здрасте, угрюмый гений. Так мы и представляем самого скрытого из подельников Снежка. Арестовываем. Штурмовик тут ни при чем, если что. Это не с нами. Хватит обниматься, арестовывай уже. И знаешь, мы бы успели ее допросить и начать новое дело. Но реально, это ограничение в одно дело в день немножко нас стопорит, как понимаешь. Я бы к выходным уже разобрался с этой карьерой, но нет. Выходные придется проводить по-доброму. И да, с челами из лабораториями тоже держимся на короткой ноге. Эй, а ты далеко собралась? Если что, это человек, который, по идее, должен сидеть. Если ты сейчас просто придешь, возьмешь еду и разогреешь что-нибудь в микроволновке, иди обратно в камеру. Я думал провести выходные, просто будучи хорошим соседом. А потом в гости пришла Британи, то есть мать Марио, уже постаревшая. Такой, подождите, сколько нам осталось до днюхи? А она у нас сегодня. Так что, естественно, вечериночка. Собираем на днюху семью и персонал, и можно веселиться. Все. Я проведу очень душевные выходные и увижусь с вами на блошином рынке. Надеюсь, вы не устали от хлопков, но будет быстро. Вы сами видели, как прекрасно все прошло. И последние несколько недель я регулярно выходил смотреть плакаты. И сейчас, в одно прекрасное утро после дня рождения, нашел последний в коллекции. Добавляем его в нашу комнату. И личность Ангсти готова. Снежные шары тоже, кстати. Нам нужно войти в эту комнату, потому что я сделал подсветку. И по идее, сбор этой коллекции дает +3 к уюту в комнате, в которой находится ваш персонаж. Ох, как красиво свет загорается. По-моему, прекрасная коллекция. Насчет мудлета, да, уют есть. Я не уверен насчет того, что это от этих шаров, потому что в целом квартира, видишь, какая здесь над уютом поработана. И знаешь, завершением этих коллекций нам не обязательно ждать блошиного рынка. У Марио остается только его основная задача — раскрывать преступления. И я думаю, этим отлично можно заняться под разговоры. Ничего важного выносить на стрим не буду, но именно на стриме давайте эти преступления раскроем. Все это будет на Твиче, ссылку я оставил в описании. Это открыто и бесплатно. А сейчас безумно благодарю ребят, которые больше всего поддерживают канал. И знаешь, я полгода ничего не говорил о подписках, и может быть, захочешь подписаться сейчас, чтобы не пропускать будущие видосы? Если нет никакого давления, я просто напоминаю. Пока-пока.